Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко, и сегодня мы с вами прогуляемся по территории Ливадийского дворца. Вы очень просили показать его, и сегодня я здесь покажу его специально для вас. Возможно, даже удастся попасть вовнутрь, и если это удастся, то там тоже сниму видеоролик. Ну что, мы с вами начинаем. В Ялте прошел небольшой дождик, но погодка все равно замечательная. Здесь очень прекрасная природа, особенно вот это дерево, это секвойя, мое любимое дерево в Крыму. Посмотрите, она здесь очень высокая, такая пышная. Ну и, естественно, вот он сам вход в Ливадийский дворец. Там играет музыка. Я очень надеюсь, что YouTube нас ни за какие авторские права не заблокирует, но давайте наше путешествие продолжать. Я смотрю, на территории много людей, значит, экскурсии работают, и, возможно, нам все-таки удастся попасть вовнутрь. Ливадийский дворец расположен на южном побережье Крыма, недалеко от города Ялта. Он был построен для отдыха императорской семьи. 3 поколения Романовых проводили летние каникулы в этом дворце. С ним связаны самые яркие исторические события и судьбы людей 20 века. В течение столетия ему отводились разные роли: резиденции семьи Романовых, санатория, госпиталя и даже государственной дачи номер 1. Многократно дворец принимал в своих стенах международные встречи и конференции. Сегодня двери Ливадийского дворца открыты для всех. Ливадийский дворец был построен более века назад. Его история начинается с 1911 года. Проект выполнял ялтинский архитектор Николай Петрович Краснов по заказу императора Николая II. За кратчайшие сроки, в 16 месяцев, он сумел завершить строительство дворцово-паркового комплекса из нескольких зданий. По окончанию строительства Николай Романов был восхищен работой, и каждое лето в течение 4 лет императорская семья отдыхала и занималась спортом в своем уединенном поместье в Ливадии. Дворец стал любимым местом для своих постояльцев. В 1914 году Романовы покинули дворец и больше в него не вернулись. С приходом к власти большевиков Ливадийский дворец передали под первый крестьянский санаторий. В военные годы, после освобождения Ялты от фашистских захватчиков, во дворце организовали госпиталь для солдат. Отдельной строкой в его истории стоит февраль 1945 года, когда дворец был выбран для проведения Ялтинской конференции правителей СССР, Великобритании и США. В это время в нем размещалась вся американская дипломатическая делегация с президентом Рузвельтом. Прогуляемся по парку в Ливадийском дворце. Посмотрите, как здесь красиво, как выстрижены каждый кустик. Вот такая красота вас ждет, если вы приедете в Крым. Смотрите, какая территория. Но говорят, что здесь по территории можно встретить диких кабанов. Это очень интересно. Надеюсь, мы их сегодня встретим. Так, пойдемте дальше. Дворец посмотрим со всех сторон. Все его сады, все растения, все деревья. В общем, мы сегодня здесь все с вами облазим. Вот сам дворец, как он выглядит. Что такая музычка играет, конечно, в тему именно. Какой-то колодец древний или что это в углу находится. Кстати, я не замечал раньше. Давайте подойдем поближе, посмотрим. Да, смотрите, здесь стоят такие существа у нас. Неспроста. И внизу вот такой колодец. Но видно, что из него сделали фонтан. Видите, вот такие древние колонны у нас тут. Но, ух ты, здесь еще вот какой-то символ ребенка. Видите, такое страшное существо. Ладно, пойдемте дальше. Посмотрим, что у нас есть дальше. Конечно же, это пышные кипарисы, которые здесь выросли. Можно сказать, действительно царское такое место. Это была резиденция императоров. И здесь они когда-то тоже проживали. Сегодня дом открыт для экскурсий, поэтому обязательно с вами его тоже посетим. Дворец с другой стороны. Ну, друзья, очень красивое здание. Видите, с разной такой красивой лепниной. И все белое. Очень-очень красиво. Здесь высажены вот розы. Скоро они уже расцветут и тоже нас будут радовать. Ладно, давайте пройдемся дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Но мне территория тут очень нравится. Еще эта музыка играет. Как будто действительно вернулись в какое-то прошлое с вами. Так, давайте сюда зайдем к часовне. Или колокольне. Посмотрим, что у нас там. Так, территория ведет куда-то вниз. И тут высохшая секвойя. Очень жаль, что она погибает. Так, пойдемте.
Ну, друзья, после дождика вообще очень приятно так ходить, такой аромат в воздухе витает. Не знаю, если вы любите дождь, то вам такая погода должна очень нравиться, как сейчас. Вот эта колокольня, посмотрите на нее. Позвонить бы в колокол, конечно. Вот так она выглядит. Ладно, давайте дальше пройдемся. Во, Крестово-Воздвиженская домовая церковь семьи Романовых. Вот это, друзья. Посмотрите, как здесь красиво. Дворик знаменитый, нам говорят, закрыли. Очень, друзья, красиво здесь. Обратите внимание на этот орнамент, как он выглядит, как его здесь тут выливали, либо вырезали, непонятно. Но, друзья, очень красиво. Сразу видно, что это очень дорого стоит. Ну и двери, смотрите, тоже очень красивые. Так, здесь у нас находится какой-то такой источник. Сейчас подойдем к нему. И два вот таких огромных дерева. Это платан, друзья, посмотрите. Как в Ялте на набережной есть же большое. Вот это та же порода деревьев. И вот самый источник. Смотрите, какой он тоже, друзья, очень красивый. Здесь такая голова варана. Все ветрут, наверное, на удачу мы тоже потрем. И вот так он прямо из мрамора высечен. Очень, друзья, красиво. Вы сами посмотрите. Вот, не сидите в Крыму в номерах своих. Вы ходите на экскурсии, потому что такое просто нужно видеть вживую, я вам скажу. Там еще какая-то надпись. Интересно, что там написано. Вот, видите, мелким шрифтом. Кто знает, переведите в комментарии. Посмотрите, какие здесь, друзья, красивые постройки, какая архитектура. Конечно, очень впечатляет. Здесь несколько таких зданий. Сейчас мы вообще проникнем в какой-то секретный ход. Куда он нас выведет, пока еще неизвестно. Вот здесь когда-то ходили императоры. И сегодня мы здесь с вами. Там, ух ты, здесь такая живая прям у нас изгородь. Такой потолок живой капает. Видите, капельки после дождика. Ладно, давайте идем дальше. Посмотрим, куда мы сможем выйти с вами. Чувствую себя царем. Когда-то здесь действительно ходили великие люди. Друзья, место, конечно, очень красивое. Я рекомендую вам его посетить и посмотреть настоящий Крым, где есть вот такие дворцы. Так, мы вышли к Ливаде, какому-то зданию. Сейчас посмотрим, что это за здание. Здесь, конечно, растут вот такие пышные, высокие кипарисы. Ага, здесь у нас, походу, закрыто все. Мы попали куда не нужно было попадать, я так понимаю. Здесь идет, походу, какая-то реконструкция. Либо стройка. Да, друзья, здесь идет реконструкция, насколько я вижу. Это здание, да, видите, вот новая стена здесь. Ее реконструируют. Смотрите, здесь много стекла, древняя мебель. Ну, не древняя, а советская, скорее всего. Вот так лежит. Здесь тоже поставили вот такую штуку, как на переступить через нее. Это ливневка. И вот это здание, это санаторий Ливадия написано. Да, друзья, конечно, состояние у него такое плачевное, с дворцами не сравнить. Давайте заглянем вовнутрь, что там внутри находится. Я помню, что мы здесь уже когда-то с вами были. Сейчас глянем, что же там. Друзья, короче, смотрите, что внутри. Внутри, конечно, хаос. Требует срочного ремонта. Но теннисный стол стоит, кто-то играет, видимо, в теннис. Но жаль, что такое здание не реконструировали до сих пор.
что она просто вот так пропадает. Так, потому что висит какие-то стенды. Сейчас посмотрим. Руководство персонала пищеблока. Но это, походу, еще и столовая здесь была в этом здании. Вот так, друзья, такая территория запустевшая, стоит заброшенная. Мы еще на территории Ливадийского дворца, я вам напоминаю. Ладно, пойдемте повыше, заберемся на самый верх, посмотрим на виды, которые открываются. Здесь растет вот такой можжевельник, который стелется. Это ж можжевельник, если не ошибаюсь. Ой, да, такая красота, крымская природа, конечно, прекрасна. Так, поднимаемся по ступенькам. Так, вышли к вот такому памятнику. Рассказывай, что это за место. Что, друзья, вот это памятник Ялтинской конференции, которая проходила именно здесь, в Ливадийском дворце, по поводу послевоенного устройства Европы после войны, когда собирался сам Сталин, Черчилль и Рузвельт, это вот президент Америки и Англии. Ну и также, видите, друзья, здесь приходят отдыхающие пофотографироваться, и есть некие такие суеверные места, которые, наверное, когда потрешь, и ваше желание исполняется. У Сталина это трубка, также есть носок, вот хорошо ему тоже отполировали. У Рузвельта тоже полируют. Но у Рузвельта забрали сигарету. Сигарету сломали. Я вам скажу, да. тут была сигарета когда-то, кто-то себе забрал ее. Друзья, зачем так сделали? Сломали ему А сигарету. этого сигара в руках. В общем, все курили. Все курили, да. И вот такие вот тоже наполированные есть носочки здесь. Да, друзья, вот такая история прям здесь у нас в Крыму. Приезжайте, тоже все это увидите воочию. Поднимемся на такой древненький балкончик. Посмотрим, какие виды с него открываются. Видно, что здесь уже давно закрыта дверь, он не открывается. Но вот такие виды с него, друзья, можно посмотреть. Здесь вроде бы как шахматные доски, я так понимаю. Кто-то любил играть в шахматы. И вот такой сад. Очень, конечно, красиво. Смотри, какая здесь природа. Все очень красиво выстрижено. Тут еще есть выше над нами балкончик, туда уже нам не подняться, к сожалению. Как же здесь красиво побродить по таким местам, где такая природа, где творилась история. Просто непередаваемые чувства. И открывается, конечно же, шикарнейший вид на Черное море. Давайте подойдем поближе, покажу его вам. Вот, друзья, такой отсюда открывается вид. Шикарно. И вот сам дворец. Дорогие мои подписчики, вы очень просили, чтобы я прошелся по вот этой солнечной тропе, и сегодня мы с вами по ней пройдемся. Протяженность ее 6711 метров. И я планирую выйти сегодня к Ласточкиному гнезду и снять еще для вас Ласточкино гнездо. Вот такое у нее начало. Ну что, отправляемся в этот путь. Всего-то 6 километров. В принципе, это вообще немного. Я обычно хожу намного больше, километров 15-20 в день. А тут по такой живописнейшей природе, под пение птиц, если вам их слышно, мы с вами сегодня прогуляемся по солнечной тропе. Надеюсь, увидим что-нибудь интересное. Я по ней еще ни разу не ходил. Не знаю, что нас ждет впереди. Но, надеюсь, будет что-нибудь такое интересное. Вообще, конечно, наша цель дойти пешком до Ласточкиного гнезда. И там уже, возможно, можно будет полетать на квадрокоптере. Конечно, природа здесь вы сами видите какая, друзья. Просто такие деревья, все зеленое, после дождика тем более вообще все расцветает, все живет. Крым проснулся, срочно все едем в Крым. Посмотрите, как круто. Тут и секвой нам встречается, и кедр, и можжевельник, и вообще множество различных растений. Поэтому я рекомендую вам здесь погулять. И здесь такой прекрасный воздух, друзья. Чисто идешь, не можешь ним даже надышаться. Поэтому, у кого есть проблемы с легкими, обязательно сюда приезжайте на оздоровление. Так, куда дальше тропа ведет? Тут особо нет обозначения. Нет, вот есть солнечная тропа. Дальше есть какая-то такая монумент. На идола похож. Не знаю, кто на нем изображен.
Ну вот, друзья, солнечная тропа. Есть вот такие указатели, поэтому вы не заблудитесь, если будете идти по ним. Посмотрите на эту стену, как красиво ее оплетает вот такой лиан. Просто он достиг каких-то неимоверных больших размеров. Он прям толщиной как дерево. Конечно, здесь очень красиво. Так, смотрим. Крым расцветает, как я уже говорил. Вот мы видим, цветут различные деревья. Ну, беленьким цветут для меня это либо слива, либо алыча. Я уже сколько раз это говорил, но еще разок вам повторю. Встретился нам еще вот такой указатель. Маршруты номер 1 и 2. Санаторий Ливадия Горный имени Люксембург. Станция номер 1 через 109 метров. Высота над уровнем моря 134 метра. Угол подъема 10 градусов. И вот такая Ялта Терсовет. Так, вы прошли первые 200 метров. Ура, движемся дальше. Это всего лишь 200 метров, а нам еще идти практически 6500. Это Да. 6,5 км. Но, друзья, конечно, тропа такая, после дождя сюда лучше не соваться, потому что она не оборудована, как видим, здесь грязь. Лучше идите в сухую солнечную погодку. Но она, конечно, живописная. Посмотрите, какая живописная тропа. Открывается потрясающий вид на Черное море. И мы сегодня решили пешком дойти до Ласточкиного гнезда. Я надеюсь, у нас все с вами получится. Вот так с гор стекает вода прямиком в море. И это все встречается на солнечной тропе у нас. Смотрите, какой здесь насыщенно яркий мох. Вы знаете, я же тоже обожаю мох. Он здесь прям такой длинный вырос на дереве. Вот так можно встретить здесь мох. Просто по всему дереву он растет. Ну, конечно, идешь и наслаждаешься этой природой, пением птиц. Чувствуется весна. И это круто, друзья. Природа пробуждается. Смотри, какое дерево, мох какой шикарный. Просто я рад, что прошел сегодня, точнее, иду по этой тропе. Ни разу здесь не был. Честно скажу, мне очень-очень здесь нравится. Поэтому будьте в Ливадийском дворце, обязательно посетите эту тропу, не пожалейте своего времени, потому что здесь такое единение с природой происходит. Очень красиво и интересно. Дошли уже до такого обозначения. Высота, ну и 158 метров над уровнем моря. А еще идти у нас километра, наверное, 4. Так, Александр у нас по дороге обнаружил вот здесь такой камень, выгравировано. Здесь высота 158 метров. Александр, что мы будем делать дальше? Идти. Такой длинный путь. Мы прошли только, друзья, 1,5 километра. Идти до конца, не сдаваться. Вот уже все, обувь грязная. Ничего, Не знаю, обувь что ничто. будем делать. Но все делаем ради контента, ради самых дорогих Потому что здесь подписчиков. блогеры столько, остальные не пройдут. Блогеры вообще не любят ходить много. Идем по тропе и посмотрите, какие здесь потрясающие открываются виды на море и на Ялту. Ялта сейчас вся в облаках. Смотри, как они зависли над ней. Очень-очень красиво. Вдалеке виднеется даже меганом. Вот так, друзья. Завидую людям, которые вот здесь живут на этой территории. Конечно, круто. Давайте приблизим тучку эту. Она прям так живописно смотрится. Смотри, как висит. Скорее всего, там сейчас идет дождь. А мы с вами здесь лазим по солнечной тропе. Конечно, очень красиво. Первые 520 метров уже пройдены. Осталось 6191 метр. Здесь такая скульптура стоит. Прям высечена в камне. Вот так. Но нам еще нельзя расслабляться. Путь еще дальний, 6 километров идти. Подходим до интересного места. Это вот такая обзорная площадка. Выполнена в виде вот таких древнегреческих колонн. И сейчас посмотрим на виды, которые с нее открываются. Ну, конечно, выглядит она очень интересно. Посмотрите. Так, давайте посмотрим на виды. Там, походу, обрыв сразу. Смотрите, там, та-дам. Там обрыв? Там, та-дам. О, смотрите, какая красота, друзья. А что это за озеро внизу, слушай? Что это за озеро? Не знаю, мне кажется, это какой-то санаторий.
Так, кто знает, что это за санаторий, напишите нам, потому что территория красивая, там что такое дерево красиво растет. Название Империал написано. Империал, да. Друзья, но виды просто шикарнейшие. Но надеюсь, не на вон ту скалу сейчас подъем будет. Не знаю. А идти, смотрите, я вам приближу, куда нам идти. Нам идти до Ласточкиного гнезда. Видите, этот камень в море, это скала Парус. За ним находится Ласточкино гнездо. И вот столько еще осталось нам протопать. Конечно, путь тут не близкий, я вам скажу, пешком. Но виды, которые открывают отсюда, поражают. Вот какая-то экскурсия возле озера стоит. Природа ЮБК, конечно, уникальна. И бескрайнее море с таким небом сегодня хмурым. Немного свернули с солнечной Царской тропы с этой, чтобы подняться к храму, показать вам, какие виды открываются отсюда. Первый раз, кстати, я возле этого храма никогда здесь не был, даже на машине не проезжал. Поэтому мне интересно, куда ведет эта дорога. Здесь находится вот такая смотровая беседка с архангелом, вот таким, который смотрит вдаль, в море. Давайте зайдем, покажу вам виды, которые просто поражают воображение. Друзья, небо как будто из каких-то фильмов. Я не знаю, передастся ли вам на камере эта картинка, но вживую она смотрится просто невероятно. Посмотрите, немного передается и на камере, как эти тучи свисают прямо над морем. Вот такая прослойка получается. Но выглядит действительно как будто из какого-то фильма. Там тоже вот какая-то скульптура у нас есть. Видим, люди на горе. Интересно, как их там устанавливали? Такие скульптуры, наверное, очень-очень сложно. Чтобы вы понимали, наша тропа ведет за той горы, там находится Ливадийский дворец. И мы вот так пешочком все это прошли, поднялись сюда. Ну и дальше вот пойдем тоже по лесу. Сейчас обратно спустимся, пройдемся до Ласточкиного гнезда. Я надеюсь, успеем к закату солнца. Уже 5 часов, осталось у нас немного, пару часиков до темноты. Ну, конечно, такое небо я еще, кстати, нигде не видел. Посмотрите, как оно выглядит. Еще и солнцем некоторые участки подсвечиваются. В общем, друзья, за такое небо вы просто обязаны поставить лайк этому видео. Это храм святого архангела Михаила. Друзья, сейчас идет служба. Вообще, такое ощущение не могу передать. Мне очень понравится. Не знаю, как вам писать это все. Сейчас еще посмотрим на виды, которые здесь открываются. В общем, обязательно посетите этот храм. Конечно, место такое, что аж дух захватывает. И посмотрите, на скале растет это земляничное дерево. Видите, вся скала это и есть земляничные деревья. На территории храма находится вот такой фонтан, друзья. Он выглядит очень и очень необычно. Похоже на те самые сырные скалы, которые мы с вами наблюдали в Малореченском. Конечно, место очень такое сильное, своей энергетикой. Тоже стоит вот такая беседка. Там, скорее всего, какой-то был источник, я так думаю. И виды сумасшедшие отсюда открываются. Смотрите. Как вам такие виды? Просто невероятно. Вот, друзья, сам этот храм. Прямо возле горы находится. Конечно, место действительно обладает какой-то энергетикой. Вот здесь я действительно что-то почувствовал такое. Поэтому место к посещению 100%. Вот эта беседка, в которой мы с вами были. $3990 метров пройдено, друзья. Мы практически прошли всю солнечную тропу. Смотри, как камни выругивали все это. Но продолжаем дальше. Уже у нас, кстати, скоро будет закат солнца, темнеет. Поэтому должны поторапливаться. Ура, друзья! Мы практически дошли до Ласточкиного гнезда. Если вы видите, вон оно. Смотрите, как далеко еще от нас. Приблизим. Вот Ласточкино гнездо. Но мы сейчас к нему должны успеть дойти. Тропа еще у нас дальняя, но уже здесь люди ходят. И сейчас эту территорию мы должны с вами вместе пройти. Так, ищем путь до Ласточкиного гнезда. Через какие-то тропинки идем. Обнаружили вот такое дерево. Это земляничное дерево. Посмотрите, какая у него кора. Еще называют его бесстыдница.
Вот так, здесь их целая роща, друзья, растет. Поэтому будьте в этих местах, обязательно обратите на них внимание. Но нам еще остается не легкий путь вниз. Мы свернули с дороги снова, чтобы сократить путь. Идем по роще вот этого земляничного дерева. В общем, путешествие сегодня у нас удалось, если мы, конечно, успеем дойти до ласточки. Ай, здесь дождь прошел, деревья все мокрые. Смотри, какая роща, вот это дерево. Не будем к нему прикасаться, земляничное. Но тропиночка вроде бы нормальная. Так, идем вперед, ой. Друзья, назовите мне хоть одного блогера, кто вот так и шел к ласточкиному гнезду. Я уверен, что таких точно не будет. Мы идем с солнечной тропы из Ливадийского дворца пешком до ласточкиного гнезда. Конечно, путь оказался нелегким по таким тропинкам, но это очень интересно. Это лучше, чем ехать сюда на машине, потому что я люблю пешие прогулки. У нас дорога расходится. Куда уходишь? Я не знаю. Давай пойдем. Куда? Сюда. Я не знаю, куда мы, правда, выйдем. Мы вышли еще к какой-то трассе. Главный прикол, что нам еще возвращаться к машине. И здесь обнаружили самое большое земляничное дерево. Оно реально самое большое, я таких еще не видел. Смотри, какой у него размер. Даже дотронемся до него. Оно просто гигантских размеров. Даже в ботаническом саду такого не было. В Никитском ботаническом. Ну, правда, очень широкая. Здоровенное. Оно, кстати, горело, посмотри, походу. Или вот тут вот одна веточка. Да, но высохла. высохло. Высохла. Это, наверное, руками из-за того, что кто-то трогал. Да, Только что. как блогеры. Это, Нет, наверное, скорее всего, горело. Видишь, вон горелые следы. И вот горелые темные. Когда-то здесь был это пожар. вот эти черви, которые вот это едят. Не-не-не, тут пожар был. Видно, что оно все обгорело. Вот, друзья, горело. Горело, да? Чтоб вы понимали, как мы идем к ласточкиному этому замку. Смотрите, наша какая дорога ведет с гор. Сейчас мы уже спускаемся на трассу. Там забор. В общем, через лес пролезем всю эту дорогу, и цель практически уже у нас. Вон оно, смотрите. Еще далековато. Подожди, а дальше как мы пойдем? По трассе? Или под мостом? Под мостом. В общем, друзья, вот такая у нас сегодня экскурсия, путешествие по Крыму пешее. Ладно, отправляемся сейчас вот здесь, под мост залезем и пройдем под этими мостами. Уже ближе будет к ласточкиному гнезду. Ну, давай спускайся. Так, друзья, решили лезть под мостом. Мы не ищем легких путей. Ой. Так, спускаемся. У-ху-ху. Спускаемся. Что-то ты выбрал сложный путь для спуска. Аккуратно. По экстримчику. Я ж, ты знаешь, не ищу легких путей. То ли через забор, то ли по трубе Давай газовой через спускаться. мост. Нам нужно спуститься. Ой. Давай, спускайся. Тоже снимаешь? Да, я тебя тоже сниму, как ты сейчас упадешь. Да не упаду. У меня Коламбия, лучшая обувь. Свяжитесь со мной. Коламбия. По-братски одни кроссовки. Ой, пролазим. У-ху. Ну просто куча грязи налипла на мою обувь. Что, друзья, мы прошли один мост. Ой, там машины какие-то стоят под мостом. Мы нашли украденные машины, которые воровали в Крыму. Их тут складируют под мостом. Угонщики, да. смотрите. Есть такая Что это может быть? Ворованные тачки. Но мы-то не пойдем, чтобы нас не пристрелили. Так, Нам нужно пошли. теперь еще пройти под вторым мостом, и мы должны уже выйти на какую-то трассу. Погнали. Все, спустились на трассу. Осталось 760 метров до Ласточкиного гнезда. Вот даже есть указатель такой краской на стене. Ласточкино гнездо. Здесь уже едет транспорт. Обратно до машины мы поедем на автобусе. Потому что пешком возвращаться точно не вариант. Что скажешь за солнечную тропу? Просто классное место, но, друзья, никогда после дождя там не ходите, вы будете просто Всё, все грязные, нормальные да, ноги. просто все в глине, все грязные. Но мы специально так и решили пройтись по тропе, чтобы вам ее показать всю протяженность. Хоть и не снимали, ну, как бы всю Ну, протяженность. все равно было интересно. Было интересно, да, и будете видеть все кусочки и отметки, где, ну, красивые локации. Да. Вот так, друзья, Что мы палец вверх пропутешествовали. ролику.
подписочку и колокольчик делаем. друзья. Обязательно ставим колокольчик. Мы уже спустились на финишную прямую, на дорогу, которая ведет прямиком к Ласточкиному гнезду. Еще эту дорогу называют Ишачка, потому что обратно очень сложно возвращаться по ступенькам. Не знаю. Намного лучше, чем по царской этой. Ты Тропе. обратно просто не шел здесь. Здесь так будет тяжело по этим ступенькам потом подниматься. 1000 ступенек. Наверное. Как тут валунки такие же, тоже ступеньки Ну, вверх, вниз. В общем, уже на финишной прямой. И как мы поняли, сдалека мы увидели, что на территории Ласточкиного гнезда нет людей. Оно, возможно, сегодня даже не работает. Но мы сегодня обязательно туда проберемся. Как там куча охраны? Мы не сможем туда пробраться. Вот здесь такое дерево искусственное, на которое привязывают ленточки. Дерево желаний называется. Да. Поэтому привязали ленточку, загадали желание. На живые деревья не привешивать. Смотрите, есть такие замочки Крым. Мы сейчас отгадаем пин-код. Мы это сделали! Ура! Вот оно, Ласточкино гнездо. Правда, в понедельник оно не работает. Туда нельзя на территорию, к сожалению, попасть. Но у нас есть квадрокоптер. Поэтому у нас еще есть шанс туда попасть на квадрике. Сейчас попытаемся долететь до туда и поснимать его с квадрокоптера. В общем, вот такое путешествие. Давайте запускаем коптер. Надеюсь, нам его не собьют никто. Что думаешь, собьют или нет? Ты просто Да, какая-то конечно. бесполетная зона, я думаю. Именно твой собьют. Нет. Он же не на Колумбии летает просто. Ну, посмотрим. Повезет или нет. Запускаем, короче.
что, друзья, вот такой сегодня получился ролик. Прошли большой маршрут. К сожалению, Ласточкино гнездо было закрыто, но мы долетели туда на квадрокоптере. Правда, уже темнеет, картинка получилась темная. Но самое главное, мы здесь побывали. Поэтому поддержите максимально этот видеоролик своим лайком, комментарием, поделитесь в социальной сети. И, конечно же, подпишитесь на канал, потому что уже завтра выйдет новое видео. Все, всем пока. Пока, друзья.